to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Провели день сегодня на лыжах. Ну, не все, как обычно, провели. Только муж с дочкой провели. И едем уже обратно. Еще хотели бы поднять такую тему. Мне пришло письмо. Нет, не письмо, мне пришло сообщение на прошлой неделе, что некоторые наблюдают за нами, следят вот за нашим переездом, всеми нашими перемещениями, а сами немного боятся что-то изменить и продолжают, жить свою жизнь, скажем так, вот. И хотели бы как раз поговорить сегодня на тему, как не бояться, наверное, да? Да. А сегодня прекрасный день, солнечный. Улыбайтесь себе, улыбайтесь людям. Это как откуда он там? Из Ростова, по-моему. Чувак, который в очках все время ездит, супер позитивный. Я тоже сегодня такой. Вон, спускаемся. Я не знаю, будет видно, не видно. Очень красиво. Там уже туман. Такая дымка. Да. Прислали, сообщение. И люди боятся, не знают, хотят поменять что-то и боятся. Я всегда в этом случае вспоминаю свой, наверное, один из самых любимых, который я уже смотрю больше 30 лет. Фильм «Один дома». В этом фильме был один такой момент, что Кевин разговаривает с этим дедушкой, который ходит и посыпает солью зимой дороги, которым еще его пугали. И разговорились они, сидя в церкви, он говорит: да, я вот поссорился со своим сыном и не разговариваю с ним больше. И говорит: я не могу с ним поговорить, потому что я боюсь. А Кевин ему говорит: вы недостаточно старый, чтобы бояться. Я всегда эту фразу вспоминаю, когда что-то думаю, вот я боюсь, что-то не получится, зачем я это делаю, почему. И, в принципе, я всегда стараюсь сразу анализировать ситуацию. То есть нам написали и сказали, что у них дом в Нидерсаксене, и они боятся переезжать, потому что дом, они подвязаны к дому. Я вам скажу, что у нас друзья переезжали даже, у которых здесь был дом в кредите, и они переехали, потому что они не хотели там жить, где они были. У них был кредитный дом, они еще за этот дом не выплатили кредит. Так же самое, они все просто взяли, продали дом, отдали банку кредит и взяли дом в другом месте. В этом нет никакой проблемы. И, конечно, есть у нас тоже друзья, которые купили дом и которые очень сильно разочаровались в этом доме, потому что они всегда жили в центре города. И купив дом, вы все-таки себя ограничиваете. Конечно, вы живете всегда в пригороде. Это считается, как минимум в Германии, что это очень хорошее место, пригород какого-нибудь большого города. Это может быть какой-нибудь даже элитный, коттеджный так называемый поселок. У нас они по-другому называются, чтобы вы понимали. И там жить. Но вы всегда ограничиваете. Вы не можете взять и просто спонтанно пойти в центре города, посидеть в кафе. Кафе там тоже нет, потому что это уже поселок. Надо все время садиться в машину, куда-то ехать, тратить время, искать парковку. Это большие проблемы. И они в этом тоже разочаровались и сейчас говорят: да, все-таки, наверное, надо было брать не дом, а надо было брать квартиру какую-нибудь большую, даже, может, пентхаус с большой квадратурой и жить там. И когда человек это боится, всегда надо проанализировать, а что вы потеряете на самом деле? Что вы потеряете мы сегодня, рассмотрим тему, возможно, переезда или, в принципе, страхов. Что вы потеряете? Или что вы потеряете, когда уедете за границу? Что произойдет в худшем случае? Да, что в худшем случае может произойти? А в принципе, когда вы с трезвой головой, так скажем, подойдете к этому вопросу, вы поймете, что вы ничего не теряете на самом деле. Какие-то под работу, всегда работу можно другую найти. Если вы хороший специалист в вашей сфере, работу вы найдете всегда. Если вы, конечно, там намутить, там насуетить что-нибудь, то, конечно, вам будет, наверное, сложно переезжать. Да, вы уже там
пригрели себе место и все остальное, и это будет, наверное, для вас огромный вызов. Если вы хороший специалист или хотя бы понимаете, что вы делаете на вашей работе, то никаких проблем в этом не должно быть. Будете подумать, что произойдет в худшем случае, да? Вот прям возьмите себе на листик и напишите. Вот в худшем случае, там, я не знаю, у меня не будет работы, или я долго буду ее искать, нам долго нужно будет искать жилье, допустим. Напишите, что, с какими проблемами вы можете столкнуться, и рядом просто напишите, что вам тогда делать, какой выход тогда. И тогда вы поймете, что на самом деле не все так страшно, что из любой ситуации все равно найдется выход. И, по сути, любой переезд, любые изменения, они того стоят. Вот мы за 10 лет уже достаточно много решений таких принимали, которые меняли нашу жизнь, начиная от переезда, смены квартир, смены работ. Вот. Когда нам многие говорили, нет, зачем вот менять работу, это же такое надежное место, у тебя бессрочный контракт и так далее. Но нам не сиделось на этом месте, мы все равно уходили из одной работы, искали другую. И знаете, вот если обернуться назад, ни об одном своем решении мы не пожалели. Всегда мы приходили к лучшему, к большему, и оно того стоило определенно. Да, никогда не подвязывайтесь, в принципе, под работу и под место. И потому что сегодня эта работа есть, завтра ее не будет, например. И даже очень большие фирмы. Вспомните фирму Siemens. У каждого был телефон Siemens. Вспомните фирму Nokia. У каждого был телефон Nokia. Sony Ericsson, Kodak. Вспомните все эти фирмы. Эти фирмы, люди думали, что они никогда не обанкротятся, с ними ничего никогда не произойдет. И тем не менее, этих фирм, конечно, Siemens существует, они переквалифицировались, они делают блоки управления, они делают электротурбины специально, не только электро, и воздушные, и они завязаны очень сильно на энергетику и так далее. В этом плане эти фирмы, Nokia делает, они делают антенны различные 5G для телефонных сетей и так далее. Они все, конечно, перепрофилировались. Да, не просто выговорить это слово. Но рынок, например, телефонов те же, они потеряли. И так же самое, неважно, какая у вас фирма, найдется фирма потом круче, которая будет делать что-то лучше, дешевле, быстрее, потому что процесс постоянно идет. Никогда не берите дома под свою работу, потому что сегодня у вас есть эта работа, завтра ее не будет. Особенно на фирмах, у которых, там, например, один шеф, она там относительно небольшая, с шефом что-то произошло, там, заболел. Там у него какая-нибудь там зависимость, да, или еще что-нибудь, все, он забил на эту фирму, и все, у него класс, у него есть там определенные денежные сбережения, ему вообще не надо работать, а фирма не развивается, и потихоньку будет катиться вниз, и вы вместе с этим. И потом, конечно, сложно. И так же самое и квартиры. В принципе, покупка квартиры и своего жилья это такой щепетильный вопрос, потому что как только вы ее купили, все, вы подвязались, и очень сложно с этого места потом будет вам съехать, скажем так. И если вы квартиру, конечно, покупаете, ну, для Германии это вообще сложный вопрос, потому что здесь очень много квартир снимают. И покупать свою квартиру, это надо иметь очень много свободных, так скажем, финансов, которые вам не надо в ближайшем времени будут. Раньше, когда люди еще успевали покупать по каким-то очень низким процентам, это вообще было очень выгодно, да, в принципе, было одинаково, что взять квартиру, что ее снимать. То есть вы перекладываете, покупая квартиру, вы перекладываете из левого кармана в правый. Конечно, если вы снимаете, а снимаете там очень много, мы как-то считали, сколько мы считали, не знаю, мы уже, по-моему, на снятие квартиры уже потратили больше там 30 тысяч евро. Уже очень много денег ушло на это, и да, и это не наша квартира. Но, тем не менее, мы взяли, собрались и уехали. Все-таки выгоднее в этом плане брать именно квартиры под сдачу. Но если вы успели по хорошим процентам купить свое жилье еще никто не обанкротился с жильем. Не, ну как бы обанкротились, конечно, если какой-нибудь аварийный дом вы купили или очень дорогой ремонт пришлось делать, там в фундаменте трещины, еще что-то. Но в целом, если вы покупаете недвижимость,
она только в цене будет расти. Почти везде, во всех странах. И даже в странах, в которых военные конфликты идут, это жилье там минимально дешевеет. Ну, если в городах только, которых там в прифронтовых зонах, скажем так, тогда там, конечно, да, там они падают довольно сильно, а в остальных, ну, не так-то и сильно. И в этом еще один плюс, конечно, вот именно квартиры. И поэтому, если вы боитесь именно потерять работу или квартиру, многие третьи люди говорят, да, у нас дети ходят в школу и все остальное. Я пытаюсь своих детей всему научить, во-первых, что я умею, и отдать им полностью свой жизненный опыт. Я хочу, чтобы они, когда им было, например, 17-18 лет, они уже были в жизни, вообще ничего не боялись. Они не боялись переездов, они не боялись перемен, они владели языками, как минимум 2, которые немецкий и английский, они должны владеть уже, в принципе, в совершенстве. И когда у них будет этот запас знаний, когда они будут все уметь, и все у них будет получаться, то мне не будет за них страшно. И в этом плане для детей, то даже в школе была такая программа, я не знаю, сегодня она осталась или нет, что каждый класс детей переводят в другой класс. Меняют, они не остаются вместе в одном классе, как у нас. Пришел в школу, 11 лет вы вместе. Там братва, бригада, мы там за горой. У меня лично так было. И вы думаете, с кем я общаюсь сегодня с одноклассниками? Не знаю, с 2. С 2 из там 30 человек, скажем так. И то очень редко с ними общаемся. Ну, хотя со своим одним другом я, в принципе, довольно много общаюсь. Но в принципе, да. Так же самое и про университет. То есть эти люди, они как бы... Вы, может быть, с ними надолго останетесь, а может и нет. И поэтому здесь такая была практика, что ребенок ходит там, ну, если по-простому, да, вот он в одном классе, в 1 А, потом во 2 Б, потом он в 3 Г переходит и так далее. И он не остается там. Это для того сделано, чтобы он мог развивать свои навыки общения, чтобы он коммуникабельный был, чтобы он мог подстраиваться под любую ситуацию в своей жизни. И это очень важно. Не так, что ребенок привык уже к одному городу, к одному этому всего, и все, он приезжает, он в депрессии, он не может там себя найти, он не может дальше развиваться, потому что вот у него забрали друга, подругу, причем это не любовный друг или подруга, да, это просто друзья, с которыми вам просто прикольно проводить время, общаться, дурачиться, скажем так, и все остальное. У меня такие тоже были друзья, но я же говорю, это все супер кратковременно, и это просто на определенный этап вашей жизни будет. Это что касается для, скажем так, ваших детей. Поэтому не переезжайте из-за того, что у вас там ребенок в школу ходит, он в эту школу ходит уже определенное время, но это как минимум глупо. Ребенок должен уметь подстраиваться под все. И чем раньше, конечно, вы уезжаете, чем меньше ему лет, тем это будет намного проще сделать. Если ребенок уже подросток, то, скорее всего, будет сложно, если вы не можете найти. Ну и, конечно же, очень важно, что если вы не попробуете, вы не узнаете, правильно вы сделали или нет. Я много что пробовал в своей жизни, потому что я знаю, если бы не попробовал, я бы жалел. То есть это было и вопросы бизнеса, и различные другие вопросы. И там попробовать, там поработать. И я ничего, на самом деле, ни о чем не жалею. Я знаю, что я сделал все правильно. Потому что если бы я не сделал, тогда бы я себя корил. Блин, вот тогда-то 10 лет или 15 лет назад надо было попробовать, а я не попробовал. И я стараюсь на каждый такой вызов пробовать и стараться идти дальше. Как только вы остановились, то все. Это, конечно, пропасть. Нельзя останавливаться, надо двигаться дальше. Движение – это жизнь, да? Движение – это жизнь, да. Что, можем подвести итог нашему сегодняшнему видео? Да. Так что ничего не бойтесь. Всегда ваши стремления, мысли, стремления к лучшему, они обязательно приведут вас к тому, чего вы хотите. У вас все получится.
мечтайте, ставьте цели, Да. не бойтесь, делайте и живите ту жизнь, которую вы хотите, о которой вы мечтаете. Да. Из любой ситуации всегда есть выход. Да. Самое главное, улыбайтесь себе, улыбайтесь солнцу. Ты сегодня такой улыбающийся из-за солнца. Не, у меня да, прекрасное на такой. самом деле настроение. Я безумно устал. Мы катались, я же говорю, на лыжах в Швейцарии. И ноги не поднимаются, машина как-то сама едет, ну и хорошо. Пишите ваши, какие у вас жизненные ситуации. Мы их постараемся разобрать, рассказать другим. Будет людям интересно. Давайте вместе развиваться, чтобы в канале в этом было интересно всем. Также не забывайте подписывать, ставьте лайки, колокольчики и все остальное. И спасибо, что вы нас смотрите, мы очень это ценим. Вот вам сердечко. Надо рулить, извините. Всем пока. Всем пока.